Я уже открыл багажник, то я вам расскажу, что здесь. Это два коврика. Один большой стелится вдоль, а второй маленький на выходе, именно под ступеньку. Стол. Там солнечные панели. 420 ватт. А это сама станция. Фасибот 2400 ватт. Нам ее хватает... Если летом, я ее не подзаряжаю, в принципе, почти весь сезон. Ну ладно. Все подкачано. Готовы к бою. И счастливой нам дороги. Переднее колесо немножко подспустило. Я подкачаю и поеду. Люлю! Привет! Велосипедный сезон открыт. Ну что, поедем посмотреть округу на велосипеде. Ну да, наверное, запись будет такая, что ужас. Ну да ладно. Ну посмотрим, что получится. Ха-ха-ха. Сейчас проедемся и посмотрим, что записалось в итоге. Туда я ездил, а сюда я не ездил. Вот там шлагбаум. Но на нем, видно, можно ездить конкретно. Ехал оттуда, то есть оттуда. А вообще мы заехали отсюда. Городок Эртинген. 4 километра почти. И поеду по этому асфальту со скоростью 20 километров в час. И проеду вокруг озера и посмотрю, что там далее. Жена пойдет пешком. Она у меня любительница 10 тысяч намотать. Я все время с ней, так сказать, ругаюсь на эту тему, что в ее годы нет смысла гнаться за километрами, надо просто держать здоровье в норме. Она говорит, мне это нравится. Ну, жалоб нет, я спокоен. Когда есть жалобы, ноги болят, в туалет плохо хожу, там то плохо сплю там и так далее. Надо просто понимать, что в возрасте все эти цифры это понты. На сленге понты. То есть это бахвальство. Ненужное бахвальство от гордости, от ненужной. Ну что, попробуем теперь проехаться. Ну, наверное, по асфальту надо. Ну да. По дорожке будет трястись. Ну, пробные съемки. Чтобы было интересней. Ну, по такой дороге, наверное,
Samsung Galaxy S24 будет стабилизацию делать. Сегодня, конечно, холодно, градусов 6 всего. Перчатки я не взял, поэтому мне долго не протянуть. Хотя руки, в общем-то, привыкшие к холоду. На флоте вообще перчатки не носил. Видно, кровь жидкая. Вот отсюда мы заезжаем обычно на эту стоянку. Ну, и теперь поедем. Лучше в спокойном темпе. Тогда дыхание не забивается. И под музыку эту прогулку вместо физзарядки. Чтобы все было по-настоящему. Без грамма подделки. Откровенно. В 66 лет достиг уровня поездки на велосипеде. Ну, пока в очках, потому как вестибулярный не до конца еще. Но в итоге как бы. Так, здесь я, видно, не проеду. Ну, сделаем как бы остановку. Посмотрим. Там по кустам придется идти. Не, поедем по асфальту пока не хочу. Во-первых, дальше будет. Во-вторых, тренировка только началась. Так что едем дальше. Вчера я тут фотографировал. Я извиняюсь, что вихляю. Сами понимаете, на велосипеде не катался лет 7. А раньше очень любил. Очень-очень любил. И 10 километров было проехать в одно удовольствие. А сейчас коленками по животику, дабы вся плотная вода, она шевелилась. И вес потихонечку уходил. Дыхание, конечно, еще, так сказать, не спортивное. Но надеюсь, что дойдем и до него. Не все сразу. Я хочу сказать людям, которые не могут то, не могут это, а хотят похудеть, к примеру. Я уж не говорю быть здоровыми, а похудеть. Ребят, ну как можно не мочь отказать себе в том, что приносит тебе вред? То есть, я знаю много способов. Можно заменить еду водой. Стакан, 2, 3, 5, пока не захочется сесть и подумать. А есть-то я не хочу. Полный живот, буль-буль. Есть еще другие способы. Я думаю, многие знают, но пока молчат. Так, мы доехали еще до одного озера. И тут я делаю остановку. Ой. И, наверное, все-таки по дорожке поеду по той. У меня в плане сегодня квадрокоптер запустить, чтобы он за мной
ехал, то есть летел, а я чтобы ехал. Я приехал сюда и поеду туда. Ну что, перекурили чуть-чуть и хватит. А то так привыкну только отдыхать. Да, я думаю, стабилизация не справится. Хотя, посмотрим. Я надеюсь на Samsung. Опа. Опа. Белка. Белка. Опа. Ну так будет не видно, наверное. Да, тряска, конечно, большая. Ну, посмотрим. В программе можно будет стабилизировать также. Белочка пробежала, не знаю, попала в кадр или нет. Она там, вон, на дорожке. Ха-ха-ха, она нас ждет. Ну, я, конечно, ее не догоню. Я не спортсмен. Карасик, я лучше потихонечку поеду, а потом все это сотру или просто картинку вставлю. Где-то она в этих кустах. Ну, где? Не знаю. Ну, убежала. В Эстонии белки более общительны. В парке Кадриорга они просто клянчут орешки, сухарики. Люди, конечно, глупые, что сухарики дают. А вот орешки молодцы. А не пройти ли мне пешком? Потому что тяжковато. Не только телефону, но и мне. Ну, здесь гуляют. А в солнечный день здесь очень много народа. Ну, город недалеко. Километров 3-5. Да, запыхался я. Вот такие места здесь. Вот такие места. Вот такие места здесь. Нормально для рыбаков-то. Морган. И здесь для рыбаков. О, да. Но в Германии рыбалка это для богатых. Это как хобби. Дорогое хобби, как яхта, гольф. Извините меня. Помимо того, что за права надо заплатить пенсионерам и инвалидам. Ну, по закону должны быть скидки там и так далее, льготы. Но ни в одной земле это не осуществляется. Честно признаюсь, я 12 писем написал Министерству сельского хозяйства, потому что эта рыбалка относится именно туда. О, тут еще речечка. Вот такая вот. Прикольненько. Так вот. И мне ответ так и не прислали какой-то вразумительный. Все, так сказать, бюрократически размазано. Потому как Германия это самая бюрократическая страна в плане, ну, англосаксы. Все, что уже у них в руках, это считается частное, неприкосновенное. То есть те элиты, которые в свое время были графьями и тому подобными, они людей приучили. Сейчас же нет графьев. Просто, как это,
изменилась форма. Как раньше было. Барин, вызывали, шапку раз долой. Шел вон пес смердячий. А сейчас как? Тук-тук. Извините, вызывали? Извините, я занят. Зайдите завтра. Ну и что-то в этом духе. Так, мы выходим на дорожку. Я начал прихрамывать. То есть это прогресс восстановления идет. Регенерация по всей программе. Болит, значит, живой. Вот. Я думаю, вы понимаете, что когда юмор сам собой, то получается как бы удовлетворение достигнутых результатов. И, конечно, все это можно говорить и говорить и говорить, но делать-то надо. И за вас никто не сделает. И за вас ни один доктор не вылечится, как бы вы этого не желали. И как бы не желал доктор. Вот. Обидно, когда свои знания выдаешь, а их просто как это, в мусорную яму. Но проявляют интерес, обсуждают, говорят, что все знают. А когда идут уточнения, простые, элементарные, оказывается, не знают, оказывается, не уточняют. А так, лишь бы языком по губам пошлепать. Так, я прервусь, а потом продолжу, потому как я немножко устал. Ну почему бы здесь и не покупаться? Придет время, покупаемся. Да, мое время, когда я купался независимо от сезона, как бы отодвинулось. Ну ничего, придет в обратную сторону. И мы будем повторяться. Здесь еще одна речка. Достаточно быстрая. Ну и здесь, конечно, водится форель. Это гарантированно. Поэтому я не удивлюсь. Пропустим спортсменов. Мы же не спортсмены, поэтому мы их пропустим. Hallo, danke. Alle Gute. Vielen Dank. Vielen. Я юморю, потому что без юмора тяжело жить. Семья проехала, я уступил им дорогу. Ну, я думаю, это хорошо. И мне хорошо, я улыбнулся. И они улыбнулись. Это очень хорошо. Это хуже, чем злиться или еще что-либо. Делать гадости друг другу. Да что ж так трясется-то? Я не думаю, что стабилизация справится. Тут стоит палатка. И там вон рыбаки. Вон их палатка. Ну, ребята отдыхают. Скорее всего, не ловят. Ну, в Германии такого азартного рыболовства я не видел. Поэтому... Да и сам-то не азартный рыболов. У меня жена Соня рыбачка. Вот, она азартная. А слева на полях кто-то там стреляет. Наверное, коз. Вон, бах. Коз гоняют. Ну да. Ух, как громко. Ну что, покажу еще одно место, которое летом, так сказать, полностью занято. Но я не буду трястись по дороге. Я просто-напросто вам покажу его именно в том варианте, в котором оно там на месте. Я думаю, вы меня поймете. И простите. Вот я вышел с другой стороны нашей стоянки. Там опять ребята, наверное, тренируются. Сейчас мы квадрокоптер поднимем в итоге и их заснимем.
Видите, это для детей, как сказать, место. И что делать, не знаю, но, наверное, чистят. Да, чистят. Ой, водичка чистая какая. Ай-яй-яй. А это то место, которое я хотел вам показать. То есть летом здесь можно посидеть и, так сказать, много чего сделать. Ну да, чистят. Тридцать курсантов в строю, Вега штурмует волну. Мы уходим в туман, оставляя в порту лишь одну тишину, лишь одну тишину. Финский берег затих, только мачты видны, и гудят в унисон, в унисон. Это море наш дом, это явь и не сон, и не сказочный, сказочный сон. Ля минор на струне, как соленый прибой. Мы идем по суровой морской глубине. Пусть и века летит альбатрос над кормой. Наша верность тебе будет светлой звездой. Было шторм и покой, и прожили с тобой наши лучшие юные годы. И на картах морских мы оставили след навсегда. Вот она, наша стояночка. Ой, а холодно и ветер сильный. Ну да ладно, сделаем обзор вокруг. Там дорожка идет, ну, куда-то, да. Там речка проходит. Хорошо, с квадрокоптером. Ну, а теперь вперед полетели. Там я гулял, там еще озера есть. Ну, идем на посадку. Ну, сейчас уже хоть что-то получается. Потихонечку, но получается. Завершая прощальный поход, наша Вега, прощай и прости нас, О. Ну, а внизу-то вот так вот. И я сижу где-то на лавке. А, вон он я. Ну что, будем снижаться потихоньку. Но нам надо подлететь чуть-чуть вперед. Именно ко мне. О, а теперь мы будем сажать его. Друг твой с мачты упал, кругом
разливались лужи кровавые, мучился бедный стонал. Кругом разливались лужи. Не хочет медленно садиться. Бедный стонал. Тросом стальным перерезала руку. Видно ветер вверху большой. Обычно все так идет, когда ветер. Но здесь тоже ветра хватает. Ладно, мы вот сделаем вот так. И будем садиться, наблюдая за человеком, который чистит. С вербным католическим воскресеньем. Так чокнулись, что аж брызги полетели. Как приятно на берегу озера попить кофейку. Разве дома так можно? В квартире. Ну хорошо, если балкон есть. Зато там горы видно. Сбилась мечта инвалида. Жена сказала: а поехали на озеро, что ты тут сидишь, там хоть будешь ходить, да? Прелесть, лепота, лепота. Вот такая вот. Ниже, ниже, ниже. Вот так. Садись, садись. Не надо немецких слов. Мы русские. Короче, вчера здесь проходили учения у спасателей. Ну, здесь спасатели и пожарники все в одном лице. И я сказал: ой, здесь рыбы много. Они говорят: ой, здесь раков столько. А рак в грязной воде жить не будет. И форель тоже. Здесь родники, в общем-то, и даже летом вода достаточно, ну, для Германии прохладная. Наши соседи тоже встали. Наверное, поедут в город. У них складные велосипеды. Мечта, складной велосипед. Не складной в багажнике. Потом продемонстрирую. Оператор у меня с собой. Опытный, так сказать. Да. Оператор пойдет по-другому. Оператор не любит сниматься. Ну, операторы всегда в тени. Ладно. Завязываем кофепитие. Надо шевелиться. Вот так вот. Уборка. Уборка школой. Молодцы. Не вытерпел. Поднял. Мы потихонечку сажаемся.
О, как раз идут две те, которых я снимал. Ну, попробуем сесть на бортик. Проявим пилотаж. Беру в руку. Что? Нет бы сфотографировал. Ты сам себя снял. Как? Я не снял, потому что он не снимает. Мне надо было повернуть на себя.